Стоимость кладки кирпича: один кирпич 26 рублей, метр квадратный 1333 рубля, 1 метр кубический кладки 10 457 рублей. Откуда берется такая стоимость работ по кладке кирпича? Давайте сегодня разберемся. Возьмем конкретный пример. Дом одноэтажный из кирпича. Кладка стен 380 миллиметров, либо стена в 1,5 кирпича. Площадь дома 118 метров квадратных. Размеры, габарит дома такие. Объем стен у нас практически 53 куба. Но возьмем более точно 52,45. Умножаем на 400 кирпичей в кубе. Получаем 21 060 кирпичей. Ну, округлимся, возьмем за основу 21 тысячу. Далее. Работу выполнять будет 2 человека. Один каменщик, другой подсобник. То есть вся работа будет выполняться вдвоем. По составу работ. Первое, это у нас разметка осей для выноса стен. Она составит у нас 2 часа, то есть будут задействованы 2 человека по часу каждый. Соответственно, общее время на данную работу 2 часа. Подготовка поверхности от пыли занимается 1 человек. Полчаса. Монтаж рулонной гидроизоляции полчаса. Такелажные работы, приемка, погрузка стройматериалов. Пришел кирпич с фурой. Пришел цемент, песок, гидроизоляцию надо разгрузить. Также оборудование, бетономешалку, леса. То есть эта работа займет у нас на двоих 12 часов, то есть по 6 часов каждый. Дальше подготовка раствора. Она займет 131 час и еще полчаса. Откуда берется данная цифра? Данная цифра берется из расчета, что один каменщик в день вырабатывает 800 кирпичей. Соответственно, 21 тысячу мы делим на 800 кирпичей в день, получаем 26,3 дня. Этой работой занимается один человек из расчета 10 часов. Соответственно, только кладка кирпича и работа каменщика по укладке кирпича займет 263 часа. Соответственно, работа, которая ляжет на второго человека, на эти 26 дней, будет заключаться в следующем. Это подготовка раствора и разнос кирпича. Соответственно, 131 час здесь с половиной, 131 час здесь. Что соответствует времени каменщика, который выполняет непосредственно кладку кирпича. Дальше у нас по видам работ. Монтаж лесов вдвоем. Он займет у нас 2 часа. Армирование кладки сеткой либо продольно, оно займет 1 час. Крепление к несущим стенам тоже займет 1 час. Разнос кирпича мы посчитали. Демонтаж и уборка стройплощадки вдвоем. Это у нас будет 4 часа на двоих, по 2 часа на каждого. Соответственно, получаем общее количество часов на работу по кладке кирпича при работе 2 человек. Общее количество часов составит 549 часов. Чтобы выполнить работу по устройству кирпичных стен, количество кирпича, напомню, 21 штука. Зная общее количество часов, которое требуется для выполнения данной работы, мы можем выбрать подрядчик. Первый вариант: мы обратимся к 2 специалистам, которые работу сделают качественно от А до Я, с тем составом работ, который озвучен ранее. В среднем цена специалиста на рынке стоит 1000 рублей в час. Что входит в эту 1000 рублей? Это весь необходимый инструмент и оборудование для выполнения данной работы. Также это светлая голова, прямые руки, умение читать чертежи, знание всех процессов, знание нормативов и допусков. Соответственно, стоимость работ по данной кладке, данному объекту будет стоить 542 тысячи. Сколько будет стоить метр квадратный? Мы берем 21 тысячу кирпичей, которые у нас есть, точнее, которые требуется уложить в кладку, делим на 51 штуку, 51 кирпич в метре квадратном, получаем 412 метров квадратных стен. Соответственно, сумму 549 делим на 412, получаем 1333 рубля за метр квадратный. Стоимость метра кубического. Берем 21 тысячу штук, умножаем на 400 штук, это у нас 400 кирпичей в одном метре кубическом с растворными швами. Получаем 52,5 метра кубических. 549 делим на 52,5, получаем 10 457 рублей. Стоимость одного уложенного кирпича составляет 26 рублей, там с копейками, поэтому округлились. То есть в любом случае, при любом расчете, если вы обратитесь к специалисту, стоимость кладки будет именно такая. Много это или мало, давайте разбираться. В среднем каменщик работает в месяц 24 дня. По 10 часов в день. Соответственно, получается, в день он зарабатывает 10 тысяч из расчета 1000 рублей в час. Итого в месяц он получает 240 тысяч. Умножаем на 8 месяцев. 8 месяцев это у нас строительный сезон в Московской области. Соответственно, в год получаем 1 миллион 920 тысяч. Делим на 12 месяцев, потому что в году 12 месяцев и 4 месяца зимой каменщик не работает.
Соответственно, 1 920 000 делим на 12, получаем 160 000 в месяц. Отсюда еще надо вычесть обслуживание инструмента, покупку нового инструмента, также и налог. Если кто-то самозанятый, еще 4% от этой суммы вычтите и в среднем получите 53 600. Теперь давайте рассмотрим второй вариант. Рассмотрим самый низ рынка. То есть обратимся не к специалистам, а к подающим надежду каменщикам. Реальный случай, пример, это у нас Фуркат. Стой, остановись, блядь. Вот, не надо туда гребсти, вот, у тебя 2 метра, блядь, сюда вытяни, все. Че ты ебешься? Вот так, встань сюда. Он точнее будет. Вчерашний подсобник, который мог гребсти только бетон, ну и допускали его расшивать швы, отделился от коллектива, создал свое небольшое звено, возомнив себя каменщиком, начал оказывать услуги населению по кирпичной кладке. Соответственно, если мы обращаемся к Фуркату, то у нас объем работ не меняется, задача та же самая, построить дом данной площади, но будут небольшие изменения. Какие именно? Выработка составит 400 штук в день, на выполнение работы потребуется 52,5 дня. Соответственно, часы, которые у нас были изначально 549, мы просто умножаем на 2 и получаем 1098 часов. А Фуркат работает в среднем за 350 рублей в час. Соответственно, в день он будет при 10-часовом рабочем дне получать 3500. Далее 3500, количество часов, получаем сумму за объект 384 рублей. Далее переводим стоимость метра квадратного кладки у Фурката будет составлять 933 рубля из наших расчетов предыдущих. То есть у нас вводные не меняются. Стоимость метра кубического у Фурката будет равняться 7300 рублей. Стоимость одного уложенного кирпича 18 рублей 30 копеек. Также заказчику потребуется потратить сумму на аренду лесов, так как, повторюсь, у Фуркада своего оборудования и большей части инструмента не имеется, кроме уровня и мастерка. Соответственно, аренда бетономешалки будет 78 тысяч, и аренда лесов, либо колотить самим из бруса, брус плюс расходники составит еще 70 тысяч. Итого на круг стоимость работ по возведению дома из кирпича составит работа 384 плюс оборудование и инструмент на 148 750. Итого на круг 533 50 рублей. Разница между первым и вторым вариантом составит 16 тысяч. О зарплате каменщика, да, начинающего. 3500 в день. Поработать придется уже не 24 дня, как профессиональному каменщику, а уже 26 и 25 дня в месяц. Соответственно, в месяц зарплата составляет 91 875 рублей в месяц. Умножаем на 8 месяцев, получается 735 тысяч. Фуркат может заработать при такой выработке в день. Делим на 12 месяцев, соответственно, в месяц, если брать в течение года, зарплата получается 61 250. Более чем солидные деньги для начинающего каменщика. Также, на что хотелось бы обратить внимание, качество будет непосредственное, то есть знания, допуски отсутствуют. Вероятность ошибки и завала стен, она велика. Договор подряда также отсутствовать не будет, соответственно, никакое качество этой кладки прописано не будет. Ну, инструмент оборудования падает автоматически. Опыт, знания, навыки минимальны у Фурката. Сроки увеличиваются, минимум в 2 раза, а сезон короткий в Московской области. Пожелаем Фуркату развития и становления вкладки кирпича. Дело за малым: поднять свою выработку с 400 кирпичей до 800. И все будет very good. 2 одинаковых дома по объему кладки. Первый у нас кирпич. Вот, второй материал для понимания, забил за блок. Площади у кирпичного квадратного прямоугольного дома, точнее, 118 квадратов. У такого дома 107 квадратов. А теперь логичный вопрос. Какая стоимость кладки за куб, если на архитектуру закрыть глаз? Как посчитать стоимость работ в кубах или в метрах квадратных? Или поштучно? Никак. Эту работу можно посчитать только в человека-часах. Поэтому не совсем корректно узнавать, называть, спрашивать стоимость кладки кирпича за штуку, метр квадратный или метр кубический, без тщательного изучения проекта. Желаю всем качественных кирпичных стен, а Фуркату развития. Не останавливайся, да пребудет с тобой силы.